Привет, мои родные! С вами Лена Леви. И в сегодняшнем видео мы поговорим про насилие. Это можно будет отнести к категории домашнего насилия, так как моя подруга со своим парнем встречались 3 года. У них была квартира, где они жили вместе, но также у них была своя недвижимость, что, кстати, очень хорошо, когда вам есть куда уйти. Если мы говорим, по сути, только про домашнее насилие, то это ситуация, когда насильник и жертва живут вместе на одной жилплощади, и ни ей, ни ему никуда нельзя скрыться друг от друга. Ребят, эта история самая что ни на есть реальная, с доказательствами этой реальности. У меня в телефоне оказалось так, что сохранились фотографии побоев моей подруги, фотографии синяков, ее гематом, фотографии с документами, фотографии судмедэкспертизы, фотографии с больницы. Все это сохранилось, я в конце видео обязательно добавлю эти фотографии, чтобы вы видели, что история настоящая, не фейковая. И это произошло с человеком, которого я очень-очень, мягко сказать, хорошо знаю. Итак, как это произошло? Они встречались 3 года, и вдруг она узнала, что он ей изменяет. Она ему позвонила, и по телефону они решили расстаться. Но он сказал: слушай, ну мы так долго встречались, давай мы по-человечески хотя бы расстанемся. На что она согласилась, и это было, кстати, ее ошибкой. Они встретились на их месте, понятное дело, он решил залить горе, и это было при ней. Он напился, там пошли потом наркотики, не слабые, а очень сильные. И в итоге он поднял на нее руку, дал ей пощечину, начал избивать ее, произошло изнасилование. И сказал, что когда нам расставаться, решу только я. Ты женщина, ты не имеешь права это решать. Слава богу, в доме были камеры. Это был новый дом, хотя мы берем ситуацию в Украине. Если мы возьмем обычные районы, то там не всегда будут камеры слежения. В этом доме, это хороший был район, это был Печерск, там были камеры, которые зафиксировали, что они зашли вместе в дом, и когда они выходили, в каком состоянии она выходила, эта женщина. Итак, правило номер 1. Не дай бог это случилось либо с вашим родственником, либо с вашей подругой. Первым делом обязательно нужно идти в полицию. Она очень стеснялась, он ей угрожал, что не дай бог ты кому-то расскажешь об этой ситуации, тебя найдут мертвую в квартире. Были крайне ужасные угрозы. Понятное дело, она его заблокировала, она прекратила с ним полное общение. Кстати, правило номер 2. Прервать общение с насильником. Ни в коем случае не поддерживать с ним общение. Он будет унижать жертву, он будет говорить, что это ее вина. Он будет делать все, что угодно, чтобы запугать человека, и она ни в коем случае не пошла в полицию. Она настолько боялась, настолько стеснялась, она позвонила матери, и что ей мать сказала? Ну я же тебе говорила не встречаться с ним, он же изменник, по-любому бы поднял руку. У нее не было поддержки от ее семьи. Она стеснялась признаться кому-то из своего окружения, что это произошло. Она боялась это сделать, потому что она знала, в каком обществе она живет. У нас сексистское общество, и эти мудаки, которые мне сейчас будут в комментариях писать, мол, сама виновата. Вот из-за таких мудаков и получается изнасилование женщин, из-за таких мудаков погибают женщины. Каждая 5-я женщина в Украине и каждая 4-я женщина в России страдает от домашнего насилия, либо от любого другого насилия. Но по процентному соотношению большинство жертв знают своих насильников, и у них есть сексуальные отношения с этими насильниками. Одно дело, она состоит с ним в браке или нет. Важно это? Это не важно. Она страдает от другого человека. Важно ли, что это женщина, вы меня спросите? Или такое бывает с мужчинами? Ребята, смотрим статистику. Либо тигр убивает лань, либо лань убивает тигра. Что больше встречается в природе? То, что мужчина более агрессивен, чем женщина, это факт. Если вы его не признаете, вы слепы. И из-за таких людей, как вы, которые так считают, случается домашнее насилие. Погибают чьи-то матери, погибают чьи-то дочери. Это и есть преступление, считать, что это не преступление. Когда в Печерском районе в полиции узнали фамилию человека, который сделал преступление, сразу все поднялись, потому что это был очень знаменитый человек. Его знали все в Киеве.
А если мы говорим про Печерский район, так тем более его там все знали. И, конечно же, вышел молодой следак с дубинкой в руках и сказал: «Эх, накажу». В общем, следак – мудак. Так оказалось в конечном итоге. Долгая история, короткая история. На английском есть long story short. Я вам объясню, что произошло дальше. Этот следак, он при мне и говорил: не дай бог ты с ним свяжешься, он тебе будет предлагать деньги, я тебя знать не хочу после этого. На самом-то деле, что произошло? Он сказал: тебе нужно идти в центр судмедэкспертизы, проходить унизительные проверки. Ее ставили в позу собачки, проверяли разрывы. И этот центр судмедэкспертизы, я помню даже, как он выглядел, когда мы с ней приехали. Это было что-то похожее на морг. Ужасно, ужасно низко, ужасно мерзко проходить эту процедуру, когда жертву считают виновной ситуации. Он же богаче, а она просто девушка. Все знают его, ее никто не знает. Это проблема нашего общества. Если ты богатый, если ты мужчина, ты имеешь вес в обществе. Если ты женщина, ты уже по своей природе, по своей сути виновата. Это разве нормально для здорового общества? В каком вообще здоровом обществе может такое произойти? В общем, как нам сказали в центре судмедэкспертизы, это была ее ошибка, что она сразу же после изнасилования не приехала. Никаких биологических следов этого мужчины не было, чтобы доказать, что это именно он сделал. Но, слава богу, приехали следаки, которых напрягли с помощью адвоката. Они взяли видео с видеокамер, которые были в доме, в доказательство того, в каком состоянии она вышла. Пришли к нему домой. Конечно же, чтобы найти следы изнасилования, которых уже не было. Пришла уже уборщица, все убрала, доказать что-либо было практически невозможно, вы понимаете? Документы о судмедэкспертизе, о ее побоях я приложу в конце видео, и фотографии приложу. Фотографии побоев, там не будет ничего такого ужасного, я это не хочу выкладывать в YouTube. Там не будет никаких фамилий, чтобы не компрометировать ни ее насильника. Но там будут чисто документы, чтобы вы видели, что эта история настоящая, что это произошло. И в конечном итоге дело закрыли. Дело закрыли из-за того, что не хватало подтверждений. Ребята, вы были в квартире, вы видели видеозапись. Какие еще подтверждения должны быть? Она зашла нормальной в дом, вышла из дома вся побитая. Какие вам еще доказательства нужны? И, конечно же, на десерт я оставляю вам, как завершилась эта эпопея с изнасилованием, с полицией, со всей этой шумихой. Шумиха была, приезжали даже на его работу, потому что это очень знаменитый человек. Шумиха была только из-за того, что у нее была возможность найти адвоката. Хорошего адвоката, который как-то старался раскрутить дело, но даже у него не получилось, потому что у нее не было таких денег, которые были у этого мудака. В итоге оказалось, что этот следак-мудак позвонил насильнику и сказал: так-то, так-то, на тебя начинается заводиться уголовное дело. Пришла гражданка такая-то, такая-то, написала на тебя заявление, у нее есть документ о судебной экспертизе, который подтверждает, что это сделал ты. Плюс он еще сказал те факты, которых не смогли доказать, потому что она помылась сразу же после этого. Когда я спросила, почему ты помылась, она сказала: настолько было грязно ощущать, что со мной произошло, что я хотела отодрать себе кожу и смыть себе эту грязь, этот позор, который произошел. Девочки, не дай бог с вами, либо с вашими родственниками такое происходит, запомните, ни в коем случае не принимать душ, не принимать ванну, ни при каких обстоятельствах. Это очень сильно помешает судебно-медицинской экспертизе принять правильное решение о виновности вашего насильника. Ну и, конечно же, после того, что этот следак-мудак сбитой «ой, накажу» позвонил насильнику, что произошло? Насильник предложил деньги. Он предложил, как оказалось, $10 000 для того, чтобы закрыли это дело. В итоге он до сих пор ходит по улицам. Оказывается, как адвокат сказал, когда он узнавал всю подноготную этого насильника, оказалось, что она не первая жертва. Оказалось, что до этого было еще 5 девушек.
И никто из этих девушек не смог довести дело до конца. Это 5 легальных случаев. Это когда девушка пришла и заявила в полицию. Если она не пришла, дело не завели. А если он так угрожал, как он угрожал моей подруге, что он ее убьет, если она кому-то это расскажет, потому что он боялся огласки, то вы представьте, сколько девушек не пришло, скольких девушек он избил и, не дай бог, убил. Поэтому я уже сразу предвкушаю комментарии гневные этих мудаков, будущих, кстати, маньяков, которые будут убивать своих женщин. Вам нужно изолироваться от этого общества. И все, что вы можете сделать, это бить женщин и писать гневные комментарии. Поэтому, ребята, у кого есть мозги, пожалуйста, если увидите комментарии, которые подбадривают мужчин на то, чтобы изнасиловать женщину, отвечайте им. Пока вы умалчиваете, эта проблема остается. И эта проблема остается именно в нашем обществе. В Израиле, в США, в Канаде, в европейских странах никто в жизни не скажет, что виновата жертва. Только в наших ебанутых странах виновата жертва. Подумайте 100 раз, как ваше мышление, как ваша ментальность может обернуться в будущем против вашей дочери, против вашей матери. Ребята, напишите в комментариях, с кем происходили такие случаи. Может быть, вы знаете своих друзей, как в моей ситуации, которые столкнулись с такой проблемой. Как проблема решилась? Сидит ли насильник в тюрьме и как он административно ответил за свое преступление? Всем спасибо за то, что вы посмотрели это видео до конца. Я вас целую и обнимаю. Ваша Лена.